Fortnite игра получше, чем PUBG. На 2 лимона, 1 турик. Ну, PUBG, киберспорт — это рабство сейчас. Он начинает заебывать, и полный пиздец. Канал неебически растет. Смотрю, Головин. Думаю, нифига. И что делать? Целоваться. Всем привет, друзья! На этом канале мы чаще всего говорим о доте и обо всем, что с ней связано. Тем временем компетитив-сцена полна других дисциплин. Вот, например, что мы знаем о PUBG? Лично я не знаю ничего, зато я знаю профессионала в этой дисциплине. Его зовут Святослав Комиссаров, и мы прилетели к нему в Питер. Свят, смотри, на моем канале аудитория преимущественно дотерская. И для того, чтобы эта аудитория с тобой могла познакомиться получше, вот как бы ты рассказала о себе коротко в нескольких предложениях, кто ты такой? В общем-то, в прошлом я киберспортсмен по PUBG, сейчас больше стример и, честно говоря, уже не настолько вовлечен во всю эту вот турнирную среду. Ну, в любом случае, много играю, но вообще такой, как бы я себя описал, наверное, не знаю, любитель поиграть в стрелялки. Ты родился и вырос в Питере, здесь. Да, так точно. И, насколько я знаю, ты учился в Финляндии. Да, некоторое время учился в Финляндии, но как раз-таки этот период совпал с активными стримами, то есть вот с началом киберспорта, так называемого PUBG. Поэтому там у меня особо не сдалось. И еще по причине того, что я туда поехал как раз-таки тогда, когда евро было, рублей 90, то есть вообще полный пиздец. А почему ты поехал учиться в Финляндии, а не в Питере остался? Ну, в смысле, тут же очень много учебных заведений классных. На самом деле, это просто жил такой некой европейской мечтой. Мне хотелось посмотреть, что вообще, как там образование, что оно из себя представляет, что я там могу получить. Потому что я учился в Финеке также здесь у нас. За время своего обучения в Финеке я, честно говоря, терял вот интерес к тому, как преподают, к вообще тематике экономики и финансов. Я поступил на первый курс экономики и финансов. По Олимпиаде, кстати. Ого. Вот. Но со временем, конечно, вот интерес он угас немножко, и я думал, что вот некий опыт Финляндии поможет мне как-то встряхнуть себе вот этот интерес к академическим знаниям, ко всему, но на самом деле стриминг просто и киберспорт в тот момент настолько меня завлек, что я не мог отказаться от этой вот киберспортивной мечты. А язык ты успел выучить, пока там жил? Ой, я столько играл в игры, что я когда поехал в Финляндию, я уже свободно общался. Ну, то есть на английском, Да. не на местном. Не, на местном это невозможно. На английском, конечно. То есть финский язык — это из серии, то есть это просто, я не знаю, неадекватный язык, как его учить, я вообще не представляю. Помимо учебы, помимо стримерской деятельности, я знаю, что ты успел еще и поработать на каких-то совершенно не связанных с геймингом профессиях, работах, должностях. Где и кем? Расскажи о своем таком опыте трудовом. Ты знаешь, Маша, у меня всегда так забавный вопрос поставлен, потому что успел поработать, то есть, вроде это как-то нормально должно звучать, а учитывая то, что я стример, как бы звучит так необычно. Да, я действительно после университета работал у бати сначала, потом у брата. Больше, наверное, у брата, потому что он занимается строительством загородных домов. Ну и, короче говоря, я чисто такой менеджер рублевенького звена, так сказать. Там отксеривал всякие чеки. Ну, короче, занимался подобной фигней. Очень интересно. Вот. И за 30-очку чисто, вот помню, первую зарплату чисто вот DX Racer себе купил. Был просто счастлив. Это опять же возвращает меня к тому, что стриминг, вот этот PUBG, как бы сейчас многие над ним не смеялись, оправданно, кстати, он привел меня вот к тому, что я бы, наверное, никогда не получил, если бы я занимался чем-то вот подобным, как тогда. Ну а как ты вот впервые понял, что это твое? С какой игры, может, это началось? Я знаю, что ты в Warcraft, по-моему, играл. Да, я в WoW очень много играл. Ну, короче, стримил WoW там, типа, на соточку, на 200 человек, вообще никого не докапывался, никому не мешал. Потом, на самом деле, вообще в 11 лет у меня выбор такой был тогда мелким. Либо Counter-Strike, либо World of Warcraft. И
почему-то, к сожалению. Шо ж ты? К сожалению, вот я выбрал World of Warcraft, да, и очень долго в него играл. И в какой-то момент понял, что, ну, короче, просто игра ни о чем реально. То есть это, ну, когда мне будет 55, типа на пенсии, я реально в WoW поиграю и вообще буду засиживать в нем. И, ну, хочется что-то пострелять, что-то более быстрое. В Доту тяжело было играть. У меня там 4300 ММР. Короче, такой рокал. И я чувствовал, что мне как бы интеллект немного не хватает для дотки-то, да и как-то желание от усидчивости. Вот. Ну, собственно, история, как я стал пабгером. Сейчас коротко можно процитировать Свята. Значит, Дота — это игра для людей с высоким интеллектом, а PUBG для не очень умных мальчиков. Слушай, ну на самом деле в начале, наверное, так и было, но вот сейчас так называемая киберспортивная сцена, она живет, люди как бы соревнуются друг с другом, и вот прошло уже 2 года, и, конечно, уровень просто сумасшедший вырос, то есть уже надо реально ну, шарить в том, что происходит, как двигаться, там, коммуникация. Вообще, PUBG — это больше игра реально про коммуникацию, потому что она основана на механике, ну, на РНГ-механике, то есть тебя прокает круг, ты побеждаешь, уходит круг, ты как бы, ну, сосешь условно. Вот, и, соответственно, чтобы полностью нивелировать вот этот вот РНГ-элемент, мне кажется, по моему опыту, коммуникация в команде — это самое важное. Вот смотри, я о PUBG не знаю вообще ничего. Более того, у Слава Virtus.pro богу. нет состава по PUBG. И мне интересно, в какой момент ты понял, что PUBG может стать именно твоей карьерой? Ну, то есть ты же стал все-таки профессиональным игроком в эту дисциплину. И расскажи немножко о том, как устроена вот эта вот вся киберспортивная сцена в PUBG. В общем, вышел PUBG, он стал очень популярным. Да, Стеклись да. как бы и дотеры, и хэсеры, танкисты, кстати говоря. Короче, все начали играть в PUBG. И я начал, ну, то есть, начал тоже наблюдать, что мой канал неебически растет. То есть там сразу стало куча народу смотреть на стримах, по 1000, по 2. И в то время никто не представлял вообще, как выглядит PUBG Киберспорт, потому что, ну, это была просто лаганая, баганая игра. Ну, очень интересно людям, потому что она как бы новая, неизвестная, и мне как бы классно поиграть было. И в итоге все вот постоянно спрашивали, когда там Нави, Virtus.pro, там, кто это, 10-е. Вот, потому что никто не знал, что вообще из турнира себя представляет. Ну, да. И вот в тот момент я понял, что действительно, как бы, если уж Counter-Strike, там, дотки я не особо играл, Вовка тоже там не особо, то эта игра новая, этот PUBG, он может именно дать мне возможность вот почувствовать вот эту вот эмоции от турниров и так далее. И я как бы реально преследовал вот эту мысль. В итоге так и получилось, слава богу. Я сейчас задам тебе вопрос, который, мне кажется, я очень часто задаю. Как ты попал в Нави? Слушай, я играл в «Авангар». Да, я знаю, ты играл сначала в изначально. «Авангар». Это, наверное, вообще первая организация, которая в СНГ поверила в PUBG. Вот, они, в общем, создали такой составчик. Но играл я неофициально там. То есть я как бы вообще раздумал, о чем не надо. А у Нави там что-то у игрока одного с паспортом не сложилось. Короче, не мог, он не выездной был. И в итоге там «Авангар» и «Нави» изначально, ну, и сейчас тоже, в принципе, общались очень активно, такие две организации. В итоге позвонили там, собственно говоря, из команды PUBG-шной. Сказали, так и так, надо. Ну, я говорю, ну ладно. Вот. Обсудил все со своими, там, «Авангар». В принципе, прошло без проблем. Каково тебе было стать частью такой большой организации с богатой историей, у которой огромное фанатское сообщество, соответственно, довольно высокие ожидания в принципе от всех, кто является игроками этой команды? Вот что ты чувствовал? Что, господи, я в Нави. Помню, первый раз поставил что-то там Нави Дренис на стриме, у меня там сразу зрители, типа, в районе 7-8 тысяч было. Серьезно? Вообще сумасшедшие какие-то цифры, числа. Но в итоге, конечно, очень крутые ощущения, потому что я был вообще, ну, как бы на пике популярности, получается, на стримерской. Потом меня еще позвали в Нави. Еще до этого я выиграл турик по PUBG. Короче, ну, жизнь сказка. Ну и до этого я, в принципе, играл в Counter-Strike достаточно много. Я следил вообще за мейджорами, за всем остальным. Там, то есть еще даже с 1.6 мне удалось последить за старым составом Нави. Там Зевс, Эдвард, Старикс, Маркелов. То, что я оказался в Нави, действительно вот было такой вот мечтой, которая свершилась на самом деле. В какой момент пришло понимание, что твой путь в Нави заканчивается, и о чем ты думал в тот момент? Такое понимание есть, что все всегда идет циклами, то есть PUBG вышел, допустим, на популярность, там очень высокую, на пик,
И я понимал, что в какой-то момент это все как бы выйдет, ну, то есть придет к тому, что сейчас. Как бы, ну, не то чтобы легкий спад, но PUBG занял какую-то свою нишу, и уже как бы не на таком хайпе, конечно. То же самое и с результатами в киберспортивных карьерах. То есть я же следил за киберспортом в целом, за Counter-Strike, за Dota в какой-то мере. Я вижу, что ну, люди приходят, люди уходят, это чисто спорт. То есть иногда у тебя пик формы, иногда у команды, иногда там кто-то кого-то начинает заебывать, условно, и ну, какие-то такие микромоменты, особенно в PUBG. То есть игра это типа вообще, она просто тогда еще была построена вообще полностью на РНГ, то есть типа фулл рандомная игра, и как бы, не знаю, столько разных моментов, которые могут пойти не так, что я заранее понимал, что да, действительно может как бы пропереть, а может и нет. Местами не самые простые отношения были, но это нормально, то есть бывает, как бы, когда люди работают вместе долгое время, там, и менеджеры, и игроки, они иногда не находят общие какие-то моменты, и это и случилось, упала форма, как бы немного подустали играть, там еще играли дофига очень, то есть, ну, и как-то, да, вот так получилось, что подраспались. Я всегда думал, вот я в Навика еще не играл, что такая РГ, которая часто вот решафлится, меняет составы, я вот думал, как вот, что за чел, вот Женя Золотарев? Вот, наверное, Женя смотришь? Я вот думал, что это за чел? И потом пообщался с ним, вот реально добрейший души человек, Да. по ощущениям. Супер вообще добрый чувак, и я даже, мне кажется, что он, когда кого-то там надо убирать из составов, мне кажется, он так, знаешь, типа, не хочет, чтобы это происходило. Как бы, мне кажется, он больше ориентирован вот на формирование таких продолжительных составов, там, как, не знаю, вот Counter-Strike, наверное, можно пример привести. Помимо тебя, есть еще игрок в Нави, который стримил с одним небезызвестным парнем, с Александром Головиным, футболистом. Как ты с ним схлестнулся вообще? Как это произошло? С какого перепуга вы вообще начали играть вместе? Расскажи об этом. Открываю Инстаграм, смотрю, подписался новый чел. Он на тебя подписался? Да. Смотрю, Головин. Думаю, нифига. Лере показываю. Типа, такой, нифига, что такое? Как бы чел, походу, смотрит стримы. Выложил пост в Инстаграме, там, Рафлан Личика, и какую-то цитату там мою добавил. Он, видимо, меня смотрел, Папанистера. Вот. Я вообще офигел. Потом подписался. И, короче, как-то мы сидели в каком-то заведении с моим другом Борисом Старским. Он говорит, слушай, типа, а что ты, говорит, не напишешь, как, может, поиграть вместе? Я говорю, ну давай. Ну, то есть я как суперзвезда, по факту, футбол. Я думаю, ну какое ему дело там? Как бы не хотелось особо, знаешь, как-то за счет другого чела искать какие-то там выгоду для себя. Ну, короче, написал. Что он там ответил? Ну, давай сыграем. Назначил дату, сыграли. Вообще, то есть без какой-либо там подготовки, ничего. Просто написал челу, и он согласился. И на самом деле, вот я в Ютубе там тоже видел, к нему какой-то блогер приезжал. Сава, да. И он, как бы, так я понял, легок на контакт очень. И реально, ну, то есть играли с ним как с обычным человеком. Ничего такого, ни ЧСВ, ничего. Спрашивают, короче, следишь ли за социальными сетями, там, за пабликами, может, какими? ВКонтакте, может, что-нибудь такое? Не, ВКонтакте особо нет, но я вот все время следил, смотрел матчи, там, вот это. Когда турниры были, вот часто у вас проходили. Это тоже было не это. Давненько, я бы сказал. Очень реально приятный чувак. Так что, ну, как-то так. Ну как играет профессиональный футболист Монако? Слушай, нормально играет, причем, то есть, там еще пабг не так давно вышел, и я так понял, немного часов, 300 у него часов, по-моему, было наиграно. И он прям реально хорошо подыгрывал, то есть не стыдно с ним играть было. Друзья, в этом выпуске я знакомилась не только с новой для себя дисциплиной, но и с Санкт-Петербургом. Как ни странно, я была там всего лишь второй раз в жизни, а во время первой моей поездки у меня действительно не было вообще ни одной свободной минуты, и фоток нормальных я туда толком не привезла, всего лишь 2 жалкие фотографии. Но в этот раз я была настроена серьезно, и помог мне в этом Honor 20. Этот крутейший смартфон просто создан для того, чтобы фоткать не переставая. Моя любимая фронтальная камера 32 мегапикселя с искусственным интеллектом, встроенная в дисплей. А чтобы запечатлеть все красоты этого прекрасного города, у меня была вот эта камера на 48 мегапикселей с 4 объективами. Один из них, кстати, ультра широкий на 117 градусов, поэтому
все величественные здания Санкт-Петербурга попали в кадр. Еще одним важным моментом в нашей долгой фотопрогулке была батарея. 3750 мАч и быстрая зарядка Honor Supercharge. И еще пара фактов о моем новом фотографе. Теперь у него новое расположение сканера отпечатка пальцев вот здесь сбоку на корпусе, и работает он невероятно быстро. Достаточно просто положить палец в выемку. И процессор. Это флагманский Kirin 980 с двойным нейромодулем. Надо ли вам говорить, что это мощнейший чип, и смартфон на нем просто летает? Короче, как всегда, одобрено богиней фронталки. Ну а вы пишите в комментариях, в какой еще город или, может быть, страну нам нужно съездить и наделать там клевых фоток. Ты полностью завязал с киберспортом и ушел в стриминг, или у тебя есть еще в голове какие-то мысли по поводу того, чтобы вернуться в профессиональные дисциплины? Может быть, не в PUBG? Ну, PUBG, киберспорт — это рабство сейчас, потому что челы просто уезжают на 2 месяца в Берлин, живут там, играют, типа, 4 дня из 7, просто на лане на этом, то есть у них лига там, чтобы нивелировать вот этот РНГ-элемент в игре, они сделали там, короче, то ли 100 игр, то ли что-то такое, растянули это на 2 месяца. Но с точки зрения, наверное, игроков это правильно. Ну, то есть не игроков, а самой идеи киберспорта, чтобы меньше РНГ было. Наверное, это правильно, но вообще это реально рабство. То есть 4 дня играешь, 3 дня анализируешь, что происходит. И Берлин еще такой город, как бы там особо фана не очень-то много. Вот, поэтому у меня эта перспектива абсолютно не привлекает, не привлекала. Но если они вернут вот нормальные турниры, поднимут нормально как призовой фонд, потому что PUBG Mobile тоже просто мобильная игра, там турики, типа на 2 лимона, 1 турик. А на PUBG вот на весь год там что-то 1 лям баксов уделяется. То есть в сравнении с Фортиком даже, Фортики там первый киберспортивный сезон, 100 лямов баксов. Смотри, сколько денег в месяц игрок, который считается профессиональным игроком в PUBG, может вообще поднять, учитывая и зарплату, и призовые, ну вот в среднем? Тут надо понимать, топ-тир ли игрок, потому что топ-тир игрок, он получает призовые. Ну да, ну предположим, что это успешный, продуктивный игрок, который что-то выигрывает, у него есть зарплата, его подписал клуб, вот сколько Ну возьмем, короче, какую-нибудь команду типа Liquid. Типа Liquid, давай. Да, я не осведомлен по зарплатам, которые они получают, но я думаю, что 5 баксов они получают, вот, и мне так кажется, может даже больше. Вот. Что касается... Потом у них есть стрим, то есть что-то за сабов, за рекламку они там получают наверняка. Ну, то есть с призовыми, я думаю, тысяч в пределах, наверное, 10 получают, думаю. В пределах десятки получают? Да. Но это топ-тир игроки. Это прям лучшие игроки вот в мире, которые есть. Ну, скажем, средненькие игроки, я думаю, что порядка $1500. И вот мы сейчас берем эту сумму, десятка, с топ-1 игроком в PUBG, и эту десятку переносим в Fortnite, в котором эту десятку можно заработать там на коде автора, там на стримах только, а уже потом у тебя еще есть зарплата и призовые бешеные. Вот давай обсудим с тобой Fortnite. Почему ты не хочешь попробовать себя в этой дисциплине? Насколько я понимаю, что-то похожее между ними есть. Ну, во-первых, это Battle Royale, да, и они там по принципу очень схожи. Понятно, что там может быть разная механика и все в таком духе, но почему ты не попробуешь? Это же просто мега расхайпленная дисциплина сейчас. Слушай, ну, во-первых, Fortnite, в принципе, скажу, что как PUBG, Fortnite игра получше, чем PUBG. Потому что Epic Games делает вот за все это время проделали работу, которая реально привела вот игру туда, где она есть. То есть у них постоянно апдейты, что-то они там делают, вот вертолетики, самолетики, то это, 10-е. И сама идея вот игры, она реально крутая, потому что есть skill-based механика. То есть, типа, вот механика, за счет которой типа, ты аутплеешь своего оппонента. То есть ты типа строишь, ты офигенно строишь, ты офигенно стреляешь, и вот за счет большей, наверное, степени этой стройки, какого-то пространственного понимания, ты вот плеешь своего оппонента. Помимо этого, в отличие от PUBG, там есть микроскилл. То есть ты типа, должен дофига строить очень быстро, еще понимать, что вообще происходит, где там может оказаться твой оппонент. Вот. Почему я не попробовал? Я на самом деле попробовал, но что-то вот на начале меня не затянуло, потому что Fortnite, он вышел после PUBG. Да. То есть если бы он вышел первый, конечно, я бы стопудово в него играл, потому что, Battle Royale тогда вообще популярный жанр был, сейчас уже немножко подстих хайп. Если бы вышел первый, я по-любому бы играл в Фортик, а потом что-то засел на PUBG, и когда вышел Fortnite, я помню, предлагали бабки, чтобы его стримить,
Я вообще отказался, думаю, это какая-то помойка. Лошара! Реально, не говори. И что-то вообще забил. Ну, в принципе, реально так и выглядело, потому что какая-то вообще мультяшная херня. Но в Fortnite же порог вхождения, он не такой высокий, как в ту же Доту, например. Там, я понимаю, ты там играл всю жизнь в Counter-Strike, потом такой хрясь, все, буду играть в Доту, и сел и охерел. Но типа PUBG, Fortnite, если у тебя есть изначальный скилл, ну, я думаю, не так сложно освоить и научиться. Да, наверное, ну, это действительно ошибка. Я должен был попробовать в Fortnite поиграть побольше, но еще там, короче, я в него что не играл, это, по-моему, киберспорт как раз попер, вот PUBG, так называемый киберспорт. И что-то там как-то вообще не до фортика было. Но, суки, выпустили бы они его пораньше, чем PUBG. Вот я в него реально играл бы. А так что-то, ну, да, действительно. До сих пор хочется поиграть, но я понимаю, что достигнуть уровня там тех каких-нибудь 14-летних задротов, которые там строятся с ума сойти за 1 секунду, я уже, ну, либо не достигну, либо мне придется тратить настолько много времени, чтобы стать близким по скиллу к этим людям, что ну, все остальные аспекты жизни, они пойдут вообще в помойку куда-то. Нет ли у тебя такого мнения, что Фортич погубил PUBG, уничтожил его, и из-за Фортича все пошло на спад? Ну, не будь Фортича, пришло бы какой-нибудь другой Battle Royale. Здесь не то, что Фортич. Ну, Фортич, конечно, типа, зарубежных зрителей сразу забрал, но здесь просто как бы PUBG Corp, мне кажется, они просто зафакапили просто все, что можно зафакапить, реально. И сами виноваты в том, что аудитория ушла. Слушай, ну а что с Апексом? Вот смотри, вышел Апекс, все такие сели, начали играть в Апекс, вот просто поголовно. Но он же вот не смог переплюнуть Fortnite вот на дальней дистанции. Вот он чуть-чуть что-то побыл на хайпе, все ринулись, и сейчас я смотрю, что подутихло все по поводу Апекса. Да, там какая история с Апексом. Это студия Respawn, они запилили, да, нереально крутую игру, выпустили ее, всем, ну, я так понял, дали бабла, все начали ее стримить. Ну, Фортич тоже в свое время давал людям Ну, бабла, это нормально, чтобы в нее как играли, бы. конечно. Это ничего такого это вообще. Нормально. Да. И действительно, игра вначале была вообще офигенной. Но правильно сказал доктор Дизреспект, что это своего рода демо-версия. То есть, чтобы реально поддерживать Battle Royale игры, мне кажется, нужно реально пилить апдейты каждую неделю или каждые 2 недели. Вот в Epic Games они реально вот апдейты, всякие сезоны, там мапу переделывают постоянно. Вот чем хорош Фортич, потому что помимо того, что это реально skill-based игра, так еще и там еще и разрабы как бы в курсе. Ивентов много, да. да. Там всегда, вот, типа, из Мстителей там это Таноса поставили. Короче, ну... Маршмеллоу сделал сет. Да, вот вот они много чего делают. А Respawn, они так и сказали, мы типа, не знаем, что делать с игрой, потому что мы не ожидали такого успеха. Сейчас ложечка меда будет для наших постоянных зрителей в этом выпуске. Вот сейчас перейдем к игре, в которой и ММР, и рандома почти нет, и мета меняется все время, и очень интересно все, и обновления, и новые герои, Дота. Смотришь ли ты Доту? Ты говорил, что смотришь, я имею в виду, ну, насколько ты вообще следишь за Дота-сценой, есть ли у тебя какие-то любимчики среди проигроков, вообще там, за кого ты топишь? Я могу посмотреть International, но вот активно я не вовлечен в Доту. Любимые игроки. Блин. На самом деле, любимых, наверное, игроков нет, потому что вот, последний раз я реально активно следил лет 6 назад. Потом начала игра очень сильно меняться. Там поменяли локации даже Рошана, короче, новые руны, новые спеллы, интерфейс. И я что-то вот немножко подвыпал с этого. Но я как бы в курсе про дотку, то есть я знаю там топовых челов, там, не знаю, Team Secret, Pay, короче. Блин, ну и все. Да, ВП, короче, да. Ну, сейчас уже немного так подвыпал, но я так слежу, International реально смотрю. Хоть я там и особо дупля не отбиваю, но вот посмотреть, типа, реально кайфово дотку. Ну, вот Dota и Counter-Strike — это идеальные 2 игры для киберспорта. Если мы берем вот киберспорт реально не в плане бабок и там всего остального. Ну да, компетитив именно вот дисциплину. именно компетитив, да. То есть Counter-Strike, рандома практически нет. То есть реально идеальный киберспорт, потому что стрелялка, сколько ей уже лет. Там 2 команды всего. В PUBG в чем проблема? Да, что, да, типа, до там хрена народу. 20 команд, кто есть кто, вообще хер поймешь. Типа за всеми уследить невозможно, и вот так теряется вот это вот, не знаю, драмы там, знаешь, какие-то противостояния звезд там одного и второго, то есть поэтому вот в этом тоже, кстати, Battle Royale, в принципе, он не очень удачный жанр для киберспорта.
Ну, ты помимо того, что стримишь PUBG, ты еще, я так понимаю, ну, не скрываешь свою девушку Леру, там, свои отношения. То есть есть у вас такой, ну, не IRL, конечно, контент, ну, такой чатинг, в общем, с девушкой. А как аудитория относится к вашей паре, да? Насколько легко тебе было открываться вообще зрителю, что вот такая у тебя личная жизнь, да, вот так вы живете? Потому что очень многие ребята на Твиче, они стараются держать это в стороне от зрителей. Девушка, я сильнее, не пытайся даже. Да. Руки на стол. Слушай, да что-то, да, вот как-то зашел к Лере на стрим, там, что-то у них человек 30 было. Что-то там подписался, короче, смотрю, реально симпатичная девчонка. Там вроде играет в PUBG еще. И самое главное, что типа, все девчонки в PUBG изначально играли ТПП режим, но это режим, скажем так, для специфичных людей. А она вот играла в ПП, и я очень удивился, типа, девчонка играет в ПП, нифига себе. Ну, короче, начал посмотреть. Вот, потом что-то поехал на турик, там начали общаться. И, короче, реально на турике она что-то там пишет из серии, что-то там, доначу кэс, если выиграешь катку. Не, ну мы начали сначала играть вместе с ним, и я, ну, просто следила как бы за ним, да, очень часто, и я очень волновалась, когда он на турниры ездил, при этом мы как бы тогда чуть-чуть просто общались ВКонтакте, ничего такого не было вообще. Но я так переживала за вот то, как он отыграет на турнире. Я очень хотела, чтобы он выиграл этот турнир, потому что это был первый его турнир. И я просто помню момент, когда я ему написала то, что если вы сейчас выиграете игру, то я задоначу. Даже нет, 2 игры, по-моему, в день, что такое, то я задоначу. Просто потому, что у них были тогда не очень результаты, они что-то там где-то в середине были, но я очень хотела, чтобы они выиграли. И как бы для него это была бы лишняя просто мотивация, как бы он сам по-любому хотел выиграть его. И как бы такая лишняя копеечка в его кошелечек, ну, была бы не прочь. Купила тебя. Да, короче. И реально, не то, что купила, не к этому суть, а то, что вот она это пишет, и мы просто выигрываем постоянно. Я понял, ну что, ну это какая-то женщина, которая приносит удачу, так что забрал себе, скажем так. Как забирал, как подкатил Позвал погулять в Питере? в Питере, да. Изначально это просто были игры. Это просто были какие-то игры с какими-то пошлыми шутками, которые очень сильно заводили чат. При этом он сам шел на контакт, и это так, не знаю, со стороны, мне кажется, очень мило смотрелось, что чат подбивал как бы сам. И мы в целом были как бы и не против. Я зашел на ее стрим, мне стало больно, потому что я хотел научить ее играть. Короче, ну она и так норм играла, но как бы там я видел некоторые моменты, что где можно было подучить. Я стала очень хорошо играть за счет как раз-таки игр с ним. До него, я, конечно, ну, неплохо в целом играла, в целом для девочки на тот момент, но он мне дал очень большой буст в плане скилла, то есть он меня очень многому чему научил. В общем, ты не первый стример, с которым я встречаюсь, и у него есть девушка-стример, и они вместе стримят. Слишком много раз я повторила слово «стрим» в одном кадре. Насколько это полезно, насколько это мешает, насколько это помогает вообще? Ну, вообще, конечно, жизнь специфичная достаточно, потому что, ну, обычно девушка как бы занимается чем-то еще там, условно, у Леры иногда бывает там, то есть она просто там стримит там 10 часов, например, да, и как бы немножко специфично, конечно, но хотя бы вот девушка реально, она шарит в том, что ты делаешь, сама это тоже как, делает, как бы у нас вот так на одной волне как бы все идет, и в этом плане, мне кажется, мне повезло очень сильно. Нет такого, что ваша аудитория больше любит даже не когда вы играете там порознь в разных комнатах в PUBG и стримите, а именно когда вы вместе сидите, общаетесь с чатиком, и у вас там Ну, всплеск конечно, аудитории? конечно, так всегда. Там какой-то аэрострим, просто сидишь, чел донит 10 тысяч, говорит, поцелуй. И что делать? Целоваться? Целоваться. Ну, как бы, ну да, конечно, это больше как бы хайпа собирает. Очень грустно то, что у нас в СНГ в целом игры смотрят намного меньше, чем какой-нибудь IRL-контент, джаз-чатинг, какие-то там прогулки и так далее, и так далее. У меня стрим идет в среднем часов 5, наверное. Я не смогу 5 часов просто разговаривать или смотреть какие-то видяшки. Это вообще шок. Я не понимаю, как люди этим занимаются. Какой-нибудь Братишкин часто очень бывает то, что он просто сидит, разговаривает, смотрит какие-то видео. Но отчасти я понимаю даже тех людей, которые в целом стримят преимущественно IRL, потому что там реально онлайн больше.
У меня есть подруги, которые стримят сейчас преимущественно IRL, но при этом они хотят в игры играть, но они не могут, потому что это сразу минус 300 человек, минус 400 человек. При онлайне в IRL в 700, 800. Вообще, в принципе, ARL-контент, он как-то более так, не знаю, интересный, мне кажется, зрителям, то есть как entertainment. Короче, ребят, я знаю, что Свят большой любитель мяса, а так как я второй раз в жизни в Санкт-Петербурге, я всю жизнь мечтала попасть вот в это заведение. Мы сейчас находимся в Холли Рибс баре. Это заведение, к которому непосредственно имеет отношение мой хороший знакомый Рома Редман. Он блогер, вы, кстати, можете посмотреть его видосы на его канале, я оставлю ссылку. Это не реклама, это дружеский совет. Обязательно сходите сюда, если вы будете в Питере. Во-первых, здесь охренительное барное меню. Смотрите, у них есть 3 выпуска с комиксами про коктейли, которые они здесь делают. Таких коктейлей больше нет нигде. Реально, да, сейчас вот это все выглядит, как будто они мне заплатили. Они мне не платили. Я просто искренне хотела сюда попасть. Короче, тут реально есть такие вот рассказы про коктейли. Причем в главной роли у них злой кабан. Все как мы любим. Поросенок! Вот. А еще ребята делают божественное мясо во всех проявлениях, и мы сейчас будем его пробовать, и я думаю, что Свет останется доволен. Я ни разу здесь не ела и ни разу не была, но я уже уверена, что мне точно понравится. Только что нами было уничтожено несколько килограммов отборнейшего мяса, испробованы вкуснейшие авторские коктейли. Так точно. Как настроение? Слушай, сразу, вот здесь еще музычка такая ковбойская играет, прям чувствую себя вот прям хорошо, реально. Хорошее место. Слушай, при том, что ты любитель вкусно и довольно-таки жирно поесть, выглядишь ты очень хорошо, ты в прекрасной Спасибо, форме. Мария. Это, конечно, потому что ты еще молод, но я знаю, что занимаешься спортом довольно много. Расскажи, почему тебе это нравится, как ты к этому пришел? Причина, почему я это делаю, она в том, что просто чтобы не умереть за компьютером, грубо говоря. Иногда бывают стримы там, супер рутинные дни, условно, стримишь там по 10 часов. У меня, кстати, в последнее время такая редкость, но просто бываешь, тупишь там дома, не особо двигаешься. И, конечно, хочется злость на чем-то вымещать. Поэтому, да, я не супер фанатично этим занимаюсь, скорее просто действительно, чтобы какую-то ясность ума обрести, потому что бывает реально сидишь, ничего не делаешь, уже просто заплываешь морально. Вот что-то приходишь, датчики там поделал, в бассейне поплавал, и вот как бы реально ясность наступает сразу. А велик? Велик? Слушай, велик, я на самом деле до того, как присоединился к Нави, я готовился к тому, чтобы проехать Исландию на велосипеде. Я занимался отдельно с тренером, платил ему кучу бабок, но в итоге, там пришло приглашение от Нави, все это пошло к черту. Но надеюсь, что когда-нибудь все-таки это удастся выполнить. Велик я тоже люблю, но у нас пока нет машины, Надеюсь, что в ближайшем будущем появится, и можно будет выбираться уже, кататься куда-нибудь. Кстати, Исландия в последнее время пользуется популярностью у геймеров и стримеров. Я думаю, что просто хотя бы в удовольствие, почему бы не покататься там? Можно, но если уж на велике ехать, то надо уж полноценные, так сказать, впечатления, хардкорные. Да. Вокруг страны прям, с палаточкой там, все как надо. Слушай, а Iron Man у тебя не был в голове, в идеях? Ой, мне кажется, слишком жестко. Да? Угу. Думаю, что надо быть прям генетическим атлетом, чтобы этим заниматься. Слушай, я думаю, какие твои годы? Степан Шульга в своем немолодом возрасте, но он, конечно, марафоны юн бегает, душой бегает, да, Half Iron Man человек. Бери пример. Да.
Помимо спорта, я знаю, что ты очень музыкальный парень, ты играешь на саксофоне, на фортепиано. К сожалению, я сегодня никак на это не посмотрю по понятным причинам, но расскажи об этом. Короче говоря, все просто. Маман музыкант. Маман музыкант, как бы, да. Вот, поэтому мое детство было, в кавычках, омрачено занятиями в музыкальной школе. Сначала я еще скрипкой занимался первые 3 года. Вот, поэтому у меня там было вообще сумасшествие. Скрипка, фортепиано, это, наверное, в классе, не знаю, 3-м, 5-м. Потом всякий хор там, сольфеджио, ужас, короче, сумасшествие. Потом скрипку я бросил успешно. И осталось только вот пианино любимое. Но мама решила, что этого мало, как бы 8 лет пианино. Я закончил музыкальную школу с красным дипломом. И она говорит, ну, в принципе, говорит, как бы можно позволить себе еще на саксофоне поиграть, чтобы если вдруг с работы будет плохо, стриминг не задастся. В метро? Переходи как-то, как бы, да, за монеточку. Так что, да, я реально очень много времени потратил на музыку в своей жизни. И, ну, сейчас, конечно, не особо занимаюсь. Потому что, ну, на съемной квартире не так много места, чтобы пианино поставить, да, саксофон, что-то. Честно говоря, духовые инструменты мне вот не так запирают, как пианино или, скажем, гитара. А у тебя твои подписчики, твои зрители не просили никогда, что типа давай, Свят, пострим, музыкальный стрим сделай? Слушай, ну они все пабгеры, им как бы особо пофиг вообще. Мне кажется, они даже не подозревают. Не, на самом деле, конечно, спрашивали, как возможность проведения аэрострима с музыкой. Я бы и сам с удовольствием, я как бы люблю на пианино поиграть. Но вот надеюсь, что когда я возьму ипотеку на 40 лет, все-таки я смогу поставить пианино и как-то вот начать играть. Если чатик Свята сейчас смотрит этот выпуск, ребята, я вам предлагаю такую идею. Надо бунтовать за то, чтобы он поставил себе симулятор фортепиано какой-то электронный, к компу подключил клавиши и сидел, фигачил. Электронный симулятор фортепиано. Ну, какой-нибудь Miss Marple синтезатор. 2019. Синтезатор какой-нибудь, да, подключаешь к компу, у тебя есть клавишные, Слушай, в чем ну, проблема? ну да, наверное, можно, но как надо заморочиться на этим. Спамьте ему почаще, чтобы он не выдержал и сделал это. Нифига, он живет про пианино, не обязательно пианино, это могут быть электронные клавиши. Пусть он это сделает. Я подпишусь сразу же тогда, и как говорила Лера, задоначу. Ну все, мы сейчас с Валерией пойдем покупать сразу. Косарь с меня просто, как только ты запустишь. Короче, хотели мы погулять по Питеру, но, как известно, это город такой переменчивый, уже очень холодно становится. Не получилось у нас сегодня. Да, ребята, надеюсь, вам понравился этот выпуск, а у вас, Маша, будет еще возможность приехать Да, второй раз. У нас теперь здесь есть друзьяшки, мы обязательно вернемся в Санкт-Петербург, а вы, ребяточки, ставьте лайки, подписывайтесь на канал Mrs. Marple. Жух!